Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», и сегодня мы разберемся, как работают луперы на примере MXR Clone Looper. Фразовый лупер или петлевой лупер — это уже такая традиционная педаль, которую используют многие гитаристы как для занятий дома, так и для концертов, так и для сочинения новой музыки. Она у нас появилась в начале 2000-х и крепко закрепилась среди всех любителей музыки, не только гитаристов, но и вокалистов, басистов, да всех, пианистов. Есть целые музыканты, которые построили всю свою артистическую карьеру на этой педали. Вспомним того же, там, не знаю, Эда Ширана, Джека Гаррета, да и вообще много еще разных людей используют фразовый лупер. MXR Clone Loop — это лупер, который рассчитан именно на гитаристов. Он довольно простой в использовании и требует очень малое количество скилла для того, чтобы его освоить, зато собственно, включает в себя максимальное количество эффектов и, скажем, органов управления, которые вообще могут вам понадобиться для того, чтобы использовать эту педаль дома, на концертах. Ну, вы и сами поняли. Здесь всего лишь 3 кнопки, хотя кажется, что их 2. Это кнопка Rec Dub, то есть запись, и Overdub, то есть перезапись сверху. Это кнопочка Play Stop, та, которая включает лупер и его выключает. И кнопка, которая включает эффекты. Если нажать один раз коротко, то можно изменить скорость эффекта, соответственно, скорость петли. Ее можно замедлить вдвое или увеличить вдвое. А если удержать, то можно включить эффект реверс, который перевернет луп задом наперед и будет воспроизводить это все в стиле Джимми Хендрикса. Очень просто. Мы еще сюда подключили Dunlop Volume Pedal как экспрессию. Ей можно управлять громкостью. Напоминаю, что любую педаль громкости Dunlop можно подключить как педаль экспрессии, используя выход для тюнера или специальный выход педали экспрессии в более крупных моделях. В Dunlop Volume Pedal Mini это выход для тюнера. Итак, давайте разберемся. Всего лишь парочка кнопок управления. Что здесь нужно делать? Соответственно, нужно очень вовремя нажать ровно в тот момент, который вы начали играть, и наиграть какой-нибудь маленький кусочек. Давайте продемонстрирую как это. Очень удобно. С помощью ручки, с помощью педали громкости я могу, соответственно, отрегулировать громкость и записать сверху, например, ударные. И, соответственно, тут же я могу позаниматься дорийским ля минором, используя маленький луп, который родился прямо вот на ходу, ни из чего. По-моему, очень удобный способ заниматься. Ну и, конечно же, можно сочинять какие-то более продвинутые вещи, используя все остальные возможности лупера. Чтобы остановить луп, который я, кстати, не остановил, а просто убрал громкость, можно нажать на кнопочку Play Stop, а чтобы его удалить, нужно удержать кнопочку Rec Dub. Одна из важных особенностей этого лупера в том состоит, что в отличие от луперов только с одной кнопкой, здесь есть вариативность некоторая. Если вы готовы записать следующую партию сразу, а если вы, например, играете вживую, это одна из самых важных вещей, ни в коем случае нельзя ждать долго между тем, как вы записали первую фразу и начали какой-то овердап. Чем быстрее вы создадите подложку, тем будет более эффективно, условно, расходоваться время на сцене, и тем меньше шансов, что зрители заскучают от постоянного повторения одного и того же. Представьте, что если вы набираете луп в течение первых 2 минут, а потом всего лишь минуту идет песня, это немножко
неинтересно. Здесь, соответственно, если вы останавливаете запись нажатием на кнопку Rec Dub, то сразу же идет режим перезаписи. Если вы останавливаете запись кнопкой Play Stop, то, соответственно, перезапись сразу же не начинается. Это, по-моему, очень круто. Во многих других луперах от других компаний для этого нужно там плясать с бубном, переключать какие-то внутренние дипсвитчи, как там включать, удерживая кнопки. Здесь это все сразу же работает так, как, мне кажется, это должно быть. Из-за этого у педали довольно странное расположение. Это как бы стандартная максаровская педалька на боку. Не для каждого педалборда это супер удобно, хотя, учитывая, что сейчас куча всяких микропедалей и так далее, как-нибудь пристроиться-то можно, потому что благодаря такому форм-фактору получается, что есть две педали в доступе, по которым сложно промахнуться кроссовкой или туфлей, чем вы там жмете на свои педали. Так вот, давайте покажу, что происходит, если вы жмете педаль овердаба сразу, и как тогда получается процесс перезаписи моментальный. Соответственно, как можно услышать, луп набрался супер быстро, сразу в одно целое, и уже можно под него солировать буквально в считанные секунды. Это, конечно, очень круто, и слушается в лайв не так скучно, как бесконечное прослушивание одного и того же лупа. Кроме того, в этом лупе есть встроенные эффекты. Я, честно скажу, не самый активный пользователь переключателя ручки скорость, но могу в целом показать, как это работает. А в чем, соответственно, польза кнопочки Volume, которая является также кнопкой? Я могу сразу обувью переключить ногой, не наклоняясь, не нажимая ни на какие соседние кнопочки, переключить ручку скорость, не отвлекаясь буквально от игры. Это, конечно, очень круто. Для того, чтобы воспользоваться ручкой скорость, для того, чтобы, например, записать бас-гитару, нужно сначала представить себе партию, которую вы хотите сыграть, и, соответственно, исполнить ее в 2 раза быстрее, чем нужно. И вот какое-то подобие бас-гитары. А там уже можно придумать, не знаю. Довольно частый сценарий использования переключателя скорость именно для записи басовых партий. Требует немножко скилла, потому что любое неточное нажатие кнопочки Overdub при уменьшении скорости вдвое увеличивает условную вот это вот время лажи выключения лупа, увеличивает эту лажу вдвое. Соответственно, это очень бросается в глаза. Надо быть супер аккуратным, чтобы использовать ручку скорость. Второй довольно популярный эффект, который есть в этом лупере, это реверс. Давайте посмотрим, как его использовать. Для этого запишем какой-нибудь маленький луп и нажмем на нужную кнопочку.
Соответственно, реверс создает совершенно другой эффект, не похожий ни на что другое. С ним играть немножко сложно, потому что, когда вы переворачиваете дорогу, у вас, соответственно, вся гармония разворачивается задом наперед. Поэтому я сыграл что-то такое симметричное, что можно развернуть и не сильно потеряться. Однако, если вы будете, как Джимми Хендрикс, продумывать все свои партии задом наперед, потом разворачивать, понимать, что там, как происходит, это может вживую показаться довольно интересным эффектом и вдохновить вас на какие-то новые песни. Ну и поскольку мы сегодня рассказываем о том, как работать с лупером на примере MXR Clone Looper, то давайте еще пару слов, что здесь есть дополнительного. Здесь, например, есть вход для дополнительной педали контроля. Например, можно подключить MXR Top Tempo и с помощью него одной кнопкой быстро переключать реверс. Как вы заметили, чтобы включить реверс, я удержал кнопку гейна. С Top Tempo этого делать не нужно. Как я уже показал, можно подключить педаль экспрессии и с помощью нее регулировать громкость лупа. Это всегда удобно, потому что можно, например, его красиво убрать громкость вместо резкого обрыва педалью выключения. Вместо резкого обрыва кнопочкой «Стоп». Так, на мой взгляд, более эстетично, ведь то, как уйти от лупера, это всегда, на самом деле, одна из самых больших проблем. Особенно в игре вживую. Дом-то чё? Дом никто не услышит, а вот вживую надо это уметь делать красиво, педаль громкости вам поможет. Ну и пара моментов. Это один из немногих луперов, у которых true bypass. Соответственно, ваша игра на гитаре, которая не перезаписана, это просто... Игра на гитаре никак не обработана, аналоговый звук, ничего не цифруется. Это приятно, потому что обычно все луперы, естественно, цифровые. Естественно, они же перезаписывают все, оцифровывая. Здесь аналоговый true bypass. Плюсик ставим. Ну и не работает он от батареек, что, в принципе, для лупера не очень сильно большая потеря, потому что на батарейках луперы работают недолго. Опять же, цифровая природа делает свое. Работа эффекта на батарейках была бы все равно очень коротенькой. А так... По-моему, довольно удобный лупер. Очень мне понравились лаконичные кнопки управления, ничего лишнего нет, зато все нужное присутствует. Расскажите нам в комментариях, есть ли у вас лупер, используете ли вы его для занятий дома, для написания песен или для того, чтобы играть вживую? Ну и, конечно же, ставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Ну и до новых встреч. Пока-пока. А что за цирк у нас тут начался? Показать эффект реверс. Давайте... Поехали, пишем. Я знаю эту песню наизусть. Tuning.